Здравствуйте, друзья! Это Кирилл Немоляев и Гия Саралидзе. И вновь, как всегда, мы раз в неделю встречаемся с вами и говорим о главных событиях, которые произошли на этой неделе в мире футбола. Конечно же, главным событием для болельщиков сборной России и сборной Армении был отборочный матч чемпионата Европы 2012 года, который прошел 26 марта в Ереване и закончился ничьей 0-0. Не знаю, был ли прав господин Бабаджанян, главный редактор газеты «Жаманак», о том, что это носит договорной характер матч. Ну, по матчу этого видно не было, но то, что и ту, и другую сборную в принципе устраивает ничья, по-моему, подспудно читалось. Как ты думаешь? Ну, конечно, представить себе, скажем, лет 5 назад, что сборную России устроит ничья со сборной Армении, было сложно. Скажем, со сборной Азербайджана, я помню, какие-то могли бы быть варианты. И это расценивалось как какие-то действительно форс-мажорные события, обстоятельства, результаты. А нынче ажиотаж вокруг этой игры, подкрепленный достойным выступлением сборной Армении, говорил уже о том, что, собственно, можем и проиграть. И такую вероятность никто не исключал. Мне кажется, что ничейный результат и, скажем так, задача, которая ставилась, наверное, не пропустить, сыграть, может быть, сзади на 0, она одной из была задач первостепенных для сборной России. И расценивать этот результат как отрицательный, могут только те наши футбольные эксперты или болельщики, которые считают, что наша команда должна играть так, как она играла с Голландией на Евро. Поэтому, как ни парадоксально, но это результат закономерный, нормальный и, наверное, не худший в данной турнирной ситуации, опять-таки, исходя из силы сборной Армении. Я бы предложил, Кирилл, сейчас вот в этой части программы сконцентрироваться на футбольных аспектах, а вот на аспектах взаимоотношения сборной и болельщиков, и главного тренера, я бы просто предложил поговорить в следующей части нашей программы. Вот если говорить о самой игре. В общем, на мой взгляд, особых претензий к сборной быть не может, если говорить об игре. То есть организованно, практически ничего не дали сделать впереди армянской сборной, у которой очень неплохая группа атаки, мы об этом говорили перед матчем. Были моменты, когда полностью контролировали ситуацию и возникали довольно острые опасные моменты у ворот сборной Армении. Могла ли победить сборная России? Безусловно. По игре я имею в виду. Могла ли проиграть? Практически нет. Но, конечно, ничья был самый закономерный исход, опять-таки, по игре. Очень много претензий предъявлялось Аршавину. С него просто спрос. С него иной спрос, потому что он наш единственный игрок, кто играет в ведущем европейском клубе. Он может... Жирков в Челси еще. Наверное, Жирков в Челси, но он все-таки не является, что называется, игроком, которые ведут игру. Поэтому, тем более, когда человек может сыграть ярко, все знают, что он может, и все, соответственно, ждут, когда он это сделает, и когда он это в очередной раз не делает, то, в общем... Хотя я уверен, что если бы попади Аршавин во втором тайме, помнишь, когда он бил, подкручивал мяч, и тогда все, он был бы герой. Он был бы герой, сказали бы, что вот он Аршавин, который, простояв 20 минут и не получив свой шанс, использовал и настоящий капитан. Это футбол, и все зависит, это как и в биатлоне, один раз попал в габарит, и все, и ты уже лузер. Поэтому тут как раз тем и прекрасен футбол, что, в общем, можно один шанс использовать и... Опять, как и перед игрой, наверное, надо констатировать. Наша группа очень равная по возможностям. Абсолютно равная. Получается, что сейчас наиболее слабейший элемент, это, не беру в расчет, а вот Македония, получается, что она... И я думаю, что она еще может преподнести. Нет, она может отобрать очки, скажем так. Точно команды будут терять очки, точно, абсолютно. Я думаю, что все, в том числе, возможно, что и сборная России. И многое будет зависеть, конечно, от того, кто все-таки соберется и сможет более-менее стабильно пройти оставшуюся часть пути. Тот и окажется на Но ситуация в группе интересная, и тут как раз, наверное, вот это приблизительное
равенство, оно подогревает интерес, потому что предугадать очень сложно. Очень сложно. То есть, если выйдет сборная Армении, никто будет удивлен, но тем не менее по игре и по турнирной ситуации... Шансов у сборной Армении практически нет. Ну, немного, но тем не менее. Если говорить о других матчах отборочного цикла чемпионата Европы, то особых каких-то таких сенсационных результатов не было. Пожалуй, самый главный, это, конечно, победа сборной Грузии над сборной Хорватии 1-0. В Тбилиси проходил этот матч. На 90-й минуте Леван Кобиашвили, который сейчас играет за берлинскую Герту, забил единственный мяч. Надо сказать, забили здорово. Это даже не была не столько ошибка хорватских защитников, сколько просто здорово сыграли. Ну, правда, упустили они Левана в своей штрафной площадке, но очень здорово. И был пас сделан с фланга, и пробил он мастерски, конечно. Но в Грузии всегда, ты не дашь соврать, ведь всегда индивидуальное мастерство игроков ценилось. Они с детства, что называется, владели мячом. И сборная Грузии, если наконец-то сыграет в отборочном цикле, ну, скажем так, суммарно в силу тех игроков, которые играют в этой команде, потому что в Грузии всегда были хорошие футболисты. 11 человек набрать было, в общем, можно. Но так как-то исторически сложилось, что, может быть, исходя из ситуации в целом в стране, может быть, исходя из какого-то недостаточного финансирования. Но грузинские футболисты на протяжении уже десятилетий не могут показать практически ничего. Главная проблема сборной Грузии, она была, собственно, и у того же тбилисского «Динамо». Это нестабильность. То есть команда очень подвержена была всегда настроению. То есть вышли с настроением играть, все здорово. Да, могли действительно разобраться с любым соперником, будь то московский «Спартак», киевское «Динамо» или кто-то еще. Если настроения нет, то... От чего оно зависит от настроения? Хотелось понять. Ну вот непонятно. Понимаешь, кавказский характер, это, видимо, что-то особенное. Та же проблема у грузинской сборной. Это то, что если не получается игра, опускают руки, это нестабильность, это какие-то иногда бывают и дрязги. То есть игра на эмоциях. В основном игра на эмоциях. И иногда даже... Когда их слишком много, команда играет еще хуже, чем если бы их было не так много. Я думаю, что это главная проблема, и здесь главный тренер, здесь какая-то атмосфера в команде может сыграть большую роль. Вот сейчас Леван Кобиашвили, давая интервью, сказал о том, что, не знаю, насколько искренне, ну, конечно, после победы, когда ты забиваешь на последней минуте, тогда все прекрасно. Но он сказал о том, что очень хорошая атмосфера в команде, говорит, и я просто наслаждаюсь просто нахождением, общением. По большому счету, когда команда собирается, сборная команда, ведь я уверен, что и Гус Хидинг, тренировавший нашу команду. Ну и вообще роль тренера в сборной, она в большей степени роль психолога. Абсолютно. Плюс, я считаю, что вообще тренер, он психолог, а вот кто у него по физике, по подготовке, вот второй человек тоже важен. Он должен, чтобы они бегали быстро и долго. Он должен оценить, очень быстро оценить людей, которые пришли из и привести их к одному, привести к одному состоянию приблизительно. Ну, либо подсказать тренеру, кого лучше ставить именно сейчас. Поэтому здесь важен момент психологический. Наверное, для Грузии все-таки тренер грузин, скажем, это предпочтительней, может быть. Хотя всегда говорили наоборот. Что надо вот их, чтобы взять в руки, дисциплинировать. Не знаю, я не буду спорить по этому поводу, просто не совсем понимаю, действительно. Но, то ли это случайное сейчас совпадение, то ли они будут играть так. Я вижу, что... Даже по результатам команда практически очень мало пропускает. И даже когда играет там в ничью 0-0, да, там такие результаты, сейчас выиграла 1-0. Это значит, что команда дисциплинирована. Да, ну, согласись, да, после распада Советского Союза у нашей страны какие-то успехи были на международной арене, какие-то, да. У Украины имело место. Латвии даже, неожиданно. Да, какие-то, да. А вот грузины, несмотря на то, что Динамо Тбилиси выигрывала различные кубки, и в целом всегда была команда, претендовавшая на что-то, но у грузинского футбола побед никаких регалий нет. И, наконец-то, если сейчас эти победы придут, я, допустим, как давний болельщик тбилисского «Динамо», буду только рад, и хочется пожелать команде успеха. Ну что ж, я присоединяюсь, как ты понимаешь, с удовольствием к этому.
Во второй части нашей программы мы как раз хотим поговорить о том шквале критики в адрес сборной России от простых болельщиков, от экспертов, от журналистов и чем это вызвано. Вот об этом мы как раз и поговорим в следующей части нашей программы.